только самые стойкие. Только самые волевые. Только самые крутые. И только самые мощные. Только они дошли до полуфинала. Осталось сделать последнее усилие, чтобы стать сильнейшим драконом из мира «Как приручить дракона». И они готовы это сделать. Мы знаем первого финалиста турнира драконов. Это Ночная Фурия. В прошлом бою она выиграла у тройного удара. Точные дальние залпы сделали свое дело. Триплет не смог приблизиться и ужалить Фурию. Зубастик в финале, а тройной удар еще поборется за третье место. Ну а сегодня будет вторая полуфинальная битва. Вопль смерти против великого Смутьяна. И победитель этого боя будет сражаться с Фурией за титул «Самый сильный дракон». Любой из этих драконов будет украшением финала. И Фурия против Смутьяна, и Фурия против Вопля. Одинаково интересные битвы. Но кто же все-таки попадет в финал? Узнаем в конце видео. Итак, напомню, насколько великие драконы сегодня будут сражаться. Вопль смерти! Он рождается один раз в 100 лет. То есть многие викинги даже могли за всю свою жизнь так ни разу и не увидеть этого дракона. А если дракон рождается один раз в 100 лет, то поверь мне, это страшный дракон. Только дракон, который рождается раз в 1000 лет, страшнее его. Вопль смерти еще ни разу не проигрывал в турнире. Великий Смутьян – это вожак драконов. И этим уже много сказано. Мощь, сила, броня, атака. Этого всего у Смутьяна очень много. И он также еще не проигрывал в турнире. И все его победы были очень легкие. Его огромный размер уже пугал многих соперников. Очень сложно биться с таким драконом. Но сегодня у него достойный соперник. И я подозреваю, что сейчас будет очень жаркая битва. Начинаем битву. Нет. Начинаем супер битву. Оба дракона очень сильны. У обоих драконов есть свои хорошие преимущества. И надо очень хорошо изучить этих драконов, понять их тактику боя, чтобы в конце проголосовать справедливо. Сначала размеры драконов. Вопль смерти. Диаметр морды 4-5 метров. Но зато очень длинный. Ну а Смутьян, конечно, гигант. 50 метров в высоту. Вопль в 10 раз меньше. Сравним характеристики драконов. И тут преимущество у Смутьяна, хотя с некоторыми данными я не согласен. Например, огневая мощь у Вопля всего 10. Но разве вот эти залпы всего лишь 10? Для примера, вот этот залп ночной жути, 12 баллов. Где справедливость? Вот это 10. Вот это 12. Вот это 10. Вот это 12. Судя по данным скорости, Вопль хоть и быстрее, но не намного. Но он реально быстрее двигается. Теперь челюсти. Но почему вот эта челюсть, которая камни в порошок стирает, слабее вот этой челюсти? Да, у Смутьяна она большая, но зубки-то маленькие. Но все равно, атака у Смутьяна очень хорошая, и броня, кстати, тоже.
Какие же преимущества есть у Вопля? Ну, во-первых, это скорость и маневренность. Он явно быстрее и ловчее Смутьяна. Плюс у него большое количество залпов. 2. Это суперзалпы, а обычных у него не ограничено. Ну и у Вопля преимущество в яде и в маскировке. Этим надо пользоваться, чтобы победить Смутьяна. Давайте сразу определимся насчет гипноза у Смутьяна. Гипноз наверняка действует на обычных драконов, а Вопль к таким не относится. Мне кажется, он должен уметь сопротивляться гипнозу. Начнем битву. С одной стороны огромный и мощный великий Смутьян. Он готов к битве. Его задача заморозить этого летающего червяка и пробить его шкуру своими ледяными глыбами. А с другой стороны злобный и страшный дракон – Вопль смерти. Он тоже готов к битве. Его задача завалить этого неповоротливого дракона на землю и застрелять его своими залпами. Каждый дракон хочет победить, и каждый уверен в своей победе. И вот Смутьян хочет закончить бой очень быстро и пытается загипнотизировать дракона. Не получается. Что-то пошло не так. Он пытается еще раз. Нет. Вопль злорадно усмехается. Он не подчиняется гипнозу Смутьяна. И Вопль в ответ издает свой дезориентирующий крик. Он хочет одержать победу с помощью своего смертельного вопля. Но он тоже не действует. Смутьян слишком большой зверь, чтобы бояться этого крика. Похоже, драконам надо вступать в реальный бой. Соперники начинают сближаться. У Вопля атака слабее, и ему надо быть осторожнее. Он летит на Смутьяна, маневрирует и уворачивается от летящих в него ледяных глыб. И сам в ответ пускает свои огненные шары, которые встречаются с мощной бронированной кожей у Смутьяна. Вопль использует свои шипы. Прицеливается в глаза Смутьяна. Взмах хвоста и десяток острых шипов летят прямо в морду Смутьяна. Но Левиафан выпускает навстречу свою замораживающую воду, и шипы втыкаются в небольшие летающие айсберги. Атаки Вопля и атаки Смутьяна неэффективны. И Вопль уже начинает уставать от маневрирования. Он постоянно уворачивается от залпов Смутьяна. И Вопль принимает очень хорошее решение. Он уходит под землю. Там его никто не достанет. Там он в безопасности. Даже такой огромный и опасный дракон, как Смутьян, не сможет ничего сделать. Он в отчаянии начинает рыть землю своими бивнями, пытается достать Вопля. Но этот дракон в своей стихии, и ему легко уйти от бивня Левиафана. Смутьян смотрит из стороны в сторону, внимательно вглядывается в поверхность земли. Ведь Вопль может выпрыгнуть из земли в любой момент и в любом месте. А где же вынырнет Вопль? Как бы ты это сделал на его месте? Я бы вырвался из земли прямо под Смутьяном. Это же очевидно. Живот – одно из самых слабых мест всех существ на земле. И Вопль делает то же самое. Он выпрыгивает из земли как раз под брюхом Левиафана и вонзает свои зубы в дракона. Он ест острова. Так почему же не съесть сегодня дракона? Ты думаешь, это победа Вопля? Нет. Во-первых, Смутьян мог в самом начале боя попасть в дракона и заморозить его. Во-вторых, когда Вопль вонзается в его живот, он может просто с размаху плюхнуться на брюхо и раздавить летающего червя. И в-третьих, великий Смутьян может проткнуть бивнями смертельного Вопля. Это битва двух очень интересных драконов, и каждый имеет шансы на победу. Но надо выбрать сегодня победителя. Без этого никак. Нам сегодня нужен дракон, который выйдет в финал турнира. Поэтому нажми на вот такой значок, который есть в правом верхнем углу, и проголосуй. Это твое очень важное решение. Проигравший дракон сможет бороться только за третье место. Поэтому подумай
и справедливо проголосуй. Чувствую, будет жаркая битва. Подписывайся на мой канал. Мне твой голос еще понадобится в финале турнира. Ну и на сегодня это все. Супер битва окончена. Всем пока.